Друзья, всем огромный привет! Сегодня готовлю вот такой вот красивый новогодний тортик. Сейчас будем готовить тесто для бисквита. Значит, в чашку отправляю 2 яйца, сахар, 8 столовых ложек воды. И все это хорошо смешиваем. Минут где-то 5-7. Добавляю сюда ванильный сахар и еще 1 минутку смешиваем. Теперь добавляю сюда просеянную муку и разрыхлитель. Быстренько смешиваем тесто. Торт этот, на удивление, готовится очень быстро. Ну и получается безумно вкусный. Хорошо все смешали, вот такое тесто получается. Подготовили лист, застелили пергаментной бумагой. Отправляю сюда тесто. Хорошо его разравниваю по всему листу и отправляем в духовку. Предварительно, конечно же, уже разогретую до температуры 180 градусов. Бисквит будет выпекаться минут 10-12. Смотрите по своей духовке, но не пересушите бисквит. Он не должен быть сухим. Все отправляю в духовку. Пока у меня готовится бисквит, я приготовлю помадку. В кастрюлю добавила столовую ложку сахара. Добавляю какао. Смешаем какао и сахар. Добавляю сюда половину сливок. Смешиваем хорошо и отправляем на плиту. Делаем средний или медленный огонь и все это растворяем. Так, выливаю сюда оставшиеся сливки. Все хорошо перемешиваем. Теперь добавляем сюда кусочек масла. Опять все хорошо смешиваем, пока масло растворится, и убираем с плиты. Все, помадка для бисквита готова. Бисквит выпекался у меня 13 минут, и сейчас нужно ровненько обрезать сухие края. Разрезаем на 4 ровные части. Бисквит смазываем помадкой. Коржи смазала, пока отставляю их в сторону. Теперь готовим крем. Здесь у меня сливочное масло, мягкое, и его нужно взбить в течение 1-2 минуты. Добавляю сюда сгущенное вареное молоко. Я еще добавляю сыр маскарпоне. Все хорошо смешиваем. Теперь выкладываем крем и распределяем по всему бисквиту. Теперь это все нам надо свернуть в рулетик. В оставшийся крем добавила какао, хорошо все перемешиваю. И теперь этим кремом обмазываем торт по бокам.
Ну вот смотрите, палочками для суши я сымитировала вот так вот, как вроде бы кора. Я думаю, на пенек похоже. Пишите в комментариях, похоже или нет. Очень стараюсь. Я еще хочу приготовить шишки для своего тортика. Здесь у меня столовая ложка сахара, столовая ложка крахмала и 2 столовые ложки какао. Добавляю сюда молоко и буду варить на медленном огне до загустения. Друзья, ну вот и все. Закончила украшение своего тортика. Вот так вот он выглядит, этот пенечек. Мне кажется, получилось хорошо. И сейчас еще шишечки припорошу сахарной пудрой. Рецепт этого тортика я напишу в описании под видео. Девочки, готовится очень быстро и просто. Поверьте мне, и получается безумно вкусный. Я думаю, он украсит любой праздничный стол, а также его можно приготовить на Новый год.